Всем привет! Я сегодня еду на быстрой, но на удивление бесшумной машине. И она, заметьте, с правильным рулем. Удивительно, конечно, удивительно, особенно для тех, кто живет на западе страны, что я еду на Лексусе, ребят. Праворульный Lexus GS 450 гибрид. Даже если учитывать, что только те 290 там плюс лошадиной силы в самом двигателе, это уже много, в принципе, для японской машины, а здесь еще и электромотор. И я сейчас серьезно вам с полной ответственностью заявляю, я жду, когда закончится зона действия вот этих камер слежения за людьми, которые хотят ездить быстро. И хочу нажать педаль газа до отказа. Да. Первое, что я сейчас сделаю. Итак, раз, два, три. Я ушел из-под камеры. До свидули. Ё-моё! Вот это я понимаю, мы едем, а? Это стоит того, чтобы платить почти 30 тысяч налогов в год. Да, это тот самый случай, когда, несмотря на то, что мы едем на гибридной машине, налог здесь все равно большой, потому что гибридная установка прицеплена к двигателю объемом 3,5 литра. Ну, практически тот же самый двигатель, что и в Camry 3.5, но немножечко не такой, разумеется. Я еще раз это сделаю. Да, ребят, я еще раз это сделаю. Автомобиль битком напичкан системами безопасности, и я спокойно бы также делал такие же телодвижения, если бы у нас бы все здесь было в снегу и гололеде. Да, ребят, вот это я понимаю. Мое сердце покорено однозначно. Lexus GS, ё-моё! Конечно, гораздо больше эмоций я бы получил, наверное, будь здесь мощный V8, но зато я бы не чувствовал бы такого акустического комфорта. Еще разок, давайте. Та-дам! Слюни летят, да, наверное, видите? У меня они потекли, поэтому они летят. Машина стоит того, чтобы за нее заплатить 3 миллиона. Да. Еще разок. Ну, нам же нужно подзарядить батарейку, чтобы замерить разгон до 100. Нужно. По паспорту разгон до 100 меньше 6 секунд. Как вы думаете, подтвердится это или нет? Мне кажется, вполне себе подтвердится. При равной почти что цене я бы выбирал именно вот такой Lexus GS, а не даже новый Crown. Этот автомобиль мне нравится внешне больше, чем новый Crown. Все-таки все равно приятнее, когда у тебя шильдик Lexus, а не шильдик Toyota. 3 миллиона, даже 3 миллиона плюс за Lexus как-то душа легче позволяет отдать. Жаба не так тебя сильно душит. К тому же и внешне он, мне кажется, более гармоничным, потому что тот же новый Crown, мне кажется, сделали, ну, совершенно потерявшим свою историю. То есть утратили преемственность поколений. А эта машина действительно, вот как в былые времена, понимаете? В любом случае, несмотря на то, что это уже 4-е поколение, видно, что это оно, да, то есть это не спутаешь никак ни с какой другой моделью. Видно, что это продолжение, понимаете, движение вперед. Кстати говоря, в отличие от тех же Lexus LS, например, я уж не говорю про LX, большая решетка радиатора не выглядит настолько грубо и вот так вот прямо не кидается в лицо, знаете, вот прям вот не лезет она тебе в глаза вот так вот. Она здесь как-то еще более-менее умеренно смотрится. Важно знать, что те, которые леворульные, закончились в 2015 году. И, соответственно, леворульный с салона вы не сможете купить новее 2015 года. А с правильным рулем нормальную машину можете приобрести вплоть до 2020 года. То есть, на самом деле, это гораздо более интересные варианты и гораздо более свежие. Ну, естественно, японцы для себя всегда делали и делают лучше. Вообще, таких Лексусов, конечно, в продаже немного, особенно праворульных. Так что мне, чтобы вас сориентировать по цене, пришлось просмотреть очень много сайтов объявлений, прямо тщательно просмотреть. Хотя грех жаловаться, это у меня не заняло много времени, потому что я воспользовался новым сервисом сайта автокод.ру «Автокод поиск». То есть сейчас с помощью сервиса автокод.ру вы можете не только проверить юридическую чистоту автомобиля, который собираетесь покупать, но еще и найти самое выгодное объявление. Я должен вам сказать, что с помощью сервиса автокод.ру можно проверить юридическую чистоту не только леворульных машин по ВИН-номеру, но еще и праворульных, да, то есть даже праворульный редкий Lexus можно спокойно
спокойно проверить. Впрочем, и госномера для проверки будет достаточно, чтобы за 5 минут максимально подробный отчет получить. У автокод.ру и приложение, кстати, удобное. Интуитивно понятное, я бы сказал. Я пока искал, наткнулся вообще реально на забавное объявление. Как всегда это бывает, даже в случае с машиной за 2,5, там, за 3 миллиона, такое бывает повсеместно. Расписывают, что прям машина в идеале, все прямо отлично, а начинаешь проверять и натыкаешься на такие прямо вещи, которые натурально удивляют. Ведь я же вроде покупаю свежую машину, ну, а в ней такие косяки, как будто я покупаю тачку из 90-х какую-то, бог знает. Первым делом, сразу на что я натыкаюсь, это целая пачка хозяев. Целая пачка хозяев. Просто машина чуть ли не каждый год перепродавалась. Это что, перекупские движения? Два раза был найден факт скрутки пробега. Вы представляете, да она же свежая, зачем вы скручиваете пробег? Пробег до 100. Нет, они его еще в половину режут. ДТП. Машина в идеале, да, помните в объявлении? Да ни хрена, пол задницы уже разбито. Так что, как видите, даже со свежей машиной можно попасть на очень странные такие варианты. Поэтому рекомендую всегда перед покупкой проверять автомобиль через сервис автокод.ру. Тем более для тех, кто воспользуется ссылкой в описании и применит мой промокод, вот на экране его тоже можете видеть, тот получит скидку 15%. А еще в подарок 7 дней бесплатного пользования сервисом Автокод Поиск. Я очень рад вам сказать, что у нас максимальная комплектация Lexus GS в гибридном варианте. Это сразу же с первого взгляда можно понять, потому что есть деревянные вставки на руле. То есть у всех других комплектаций этого нет. Причем это, прям вот я вас, наверное, удивлю, это же все-таки Lexus, это же типа Toyota, да? Это прям настоящие деревяшки, представляете себе? Настоящее дерево, да, не просто там какой-нибудь аквапринт или еще что-нибудь. Ну и, конечно, кожаные вставки здесь с этой части. Форма руля анатомическая, то есть видите, здесь вот эти вот места под большие пальцы. Это, кстати, говорит нам о том, что руки надо класть вот сюда, а не сюда, как какой-то... На руле присутствуют лепестки, которые на самом деле больше будут полезны, я думаю, при подъеме в горку, разве что, ну, может, на обгоне. Мы всегда уже много раз убеждались, что основная их функция вот именно такая, а не ускорить там разгон или как-нибудь. Ну, конечно, в машине сделано это для того, чтобы ты хоть как-то почувствовал, ну, что ты ею управляешь, там, контролируешь динамику. Но я вам серьезно скажу, ребят, по моему опыту, на обыкновенной дэшечке мозги двигателя и без тебя лучше знают, как хорошо на машине поехать. Им не надо лишних вот этих твоих телодвижений. Здесь присутствует тот самый случай, за который я всегда хвалю отделку автомобиля. То есть у нас, видите, вот здесь, допустим, кожаное покрытие, а вот, ну, вот здесь тоже кожаное покрытие, а вот здесь пластик. Но тиснение на пластике выполнено настолько точно, настолько повторяет рисунок кожи, что ты с первого взгляда реально не поймешь. Реально не поймешь, где пластик, а где все-таки кожаная облицовка. Вот оно, то есть, кстати, мягкий пластик, такой, как в былые времена, слушайте, ребят. Прям реально мягенький такой нажимается. Ну вот здесь кожа, здесь не кожа, допустим, вот так вот. Мне не нравится положение кнопки запуска двигателя вот здесь с левой стороны. Ее вполне можно было сделать справа, но справа кнопки управляют, которые системами безопасности. Вот как раз их можно было слева поставить. Ты все-таки не так часто их нажимаешь, а кнопку запуска справа, это что вот, ну это, сами понимаете, мои придирки. Ну нельзя же только хвалить машину, которая тебе понравилась, да, обязательно надо найти в ней что-нибудь такое, что тебе не идеально, что тебе не особенно нравится. Широченный подлокотник, который причем двигается, то есть его можно, положение его можно настроить, видите? При том, что даже вот когда он полностью пододвинут, он загораживает нам всего лишь две вот этих кнопочки, которые нам не критичны, да, ни в коем случае. Вот за это, я считаю, автомобиль может прямо мощный лайк у меня получить. Здоровенные подстаканники. И причем, смотрите, положение подстаканников вот здесь встречается повсеместно, да, то есть очень часто здесь что-то есть. Но у нас маленький рычажок управления коробкой, и, соответственно, оно не сильно мешает доступу, да, то есть, смотрите, а еще если учесть, что широкий подлокотник, то есть доступу оно нам не мешает. Смотрите, какой джойстик управления мультимедиа. Прикольный.
Он еще так элегантно плоско сделан. Так прямо шевелить классно. Вообще здесь такая вся штука выполнена. Она, знаете, как будто какая-то компьютерная мышка такая большая. То есть это место под ладошку. Тут сбоку кнопочки Enter, там все дела. Ну, конечно, вот этот звук, этот как дэндивский какой-то. Но... То есть нажатие на сам джойстик это как кнопка. А можно нажать кнопками, которые вот сбоку находятся. Либо вот сразу, допустим, перейти. То есть быстрый доступ вот. Мне нравится, слушайте, никакой тормознутости. Почему вечно говорят, что мультимедиа и вот эти вот все электронные фишки у Toyota медленные? Ну, наверное, это у Toyota они медленные, а у Lexus нет. А я все-таки склоняюсь к тому, что эта дружба с BMW проявляется. Вот она где проявляется-то. Наверняка заимствованный. Напишите в комментариях, кто как-то ближе с этим сталкивался. Возможно, кто ремонтирует или настройку производит подобных систем. Наверняка вы мне точно скажете, нет ли здесь BMW-шного следа в электронике Lexus'ов. Подогревы сидений есть. Вентиляция, ну, соответственно, перфорированная кожа, все есть. Вы только посмотрите на эту россыпь кнопок регулировок сидения. Вы только посмотрите. Здесь даже есть эксклюзивная такая буквально кнопочка регулировки вот этой вот части сидения. То есть такая, как бы прям под коленки, чтобы себе сделать. Полюбуйтесь на то, как я себе прямо идеально настрою сиденье. Для начала спиночка. Ну, наверное, чуть-чуть более лежачее положение. Чуть-чуть подальше отъеду, да? Ну вот, мне хорошо. Причем педаль газа напольная, поэтому очень удобно просто положить ногу на пятку и вот нажимать педаль газа. Это хорошо. Теперь я себе сделаю под коленочки, наверное. Вот, прям вот так, чтобы вот даже я когда выпрямил ногу полностью, то есть видите, у меня прям аж сюда прям легло. Теперь боковая поддержка. Вот это вещь, вот это прямо вещь. Обычно, когда у сидения выраженная очень боковая поддержка, я в нее плохо вмещаюсь. Ну, то есть ты сидишь, и оно тебе прям давит в бока. Вот здесь она у нас, кстати, очень сильно сейчас надутая. Я ее маленечко сбавлю. Пожалуй, я надую поясничку, чтобы прям вот там было. Во, вот хорошо, чтобы осаночка держалась. Вот так. Причем важно сказать, что настройки есть не только у водительского сидения, а еще и у переднего пассажира. То есть он там совершенно не обделен. И память положений есть тоже у переднего пассажира. Сейчас я вам покажу заднее сиденье, которое вас удивит, потому что мне показалось для такой большущей тачки заднее сиденье достаточно тесноватое. Сзади не понадобится тонировка, есть вот эти шторочки, причем даже шторочка есть маленькая на вот этот уголочек. А еще знаете, на что я внимание обратил? Сейчас тенденция у японских автомобилей убирать пепельницы вообще. То есть типа бросайте все курить, это вредно, в принципе я с этим согласен. Но в Lexus пепельницы есть сзади в обеих дверях. То есть здесь мы уже не запрещаем владельцам курить, да? Это типа, если вы уж потратились на Lexus, ну так уж и быть, пепельницы мы вам дадим, да? Вот, ребят, вот вам наглядный пример. То есть здесь сейчас переднее сиденье настроено на владельца, то есть он выше 1,80 м, я так понимаю. И здесь сажусь я со своим японским ростом. И мне, понимаете, не идеально совершенно. А еще если учесть, что у нас у переднего сиденья нету вот этой выемки вовнутрь, хотя есть классный кармашек удобный. Видите, когда полностью максимально переднее сиденье отодвинуто назад, видите, как оно меня плотненько прижало? А еще если вспомнить, что оно автоматически отодвигается, когда ты глушишь машину и типа выходишь из нее, ну, чтобы тебе было удобно вылезти, ну так, то может получиться прикольно, что ты такой сидишь спереди, у тебя сзади высокий пассажир, ты такой приехал, все, вылезаешь, а оно заднего пассажира придавило. Елки, вот меня-то и то уже приплюснули. Смотрите, чтобы вылезти, то здесь хотелось бы, конечно, чтобы было попросторнее. Но я, кажется, подозреваю, что является причиной этого. За задним сиденьем находится отсек, где находится здоровенная батарея. Это, кстати, повлияло и на багажник. Сразу вот оно видно стенку. Вот она, там находится батарея. Поэтому у нас нету никаких функций складывания сидений, ничего такого. И откушен, по сути, кусок багажника, да, то есть он мог бы быть глубже. Я припоминаю, где так уже было, да, когда-то, еще в 90-е годы, да, когда, правда, не батарея, а бензобак бывал у одной популярной заднеприводной марки автомобилей, да, и ничего же, ездили, и даже культовая эта машина стала. Это праворульная, свежая японская машина с запаской, наконец-то. Хороший, качественный банан. Причем, кстати, банан
я вам скажу, тоже отличается, потому что в зависимости от комплектации у Lexus GS может быть разный диаметр колес. То есть у совсем простых версий 17-е колесики, у тех, которые, как в нашей, 18-е, и могут быть 19-е даже колеса. Я вот смотрю, там есть какие-то пластиковые накладочки, и если их разобрать, повынуть, здесь можно вполне себе положить полноразмерную запаску. Она, правда, будет высоковатая, все-таки профиль, скорее всего, нас вынудит брать вот эту крышку. Но, тем не менее, запаска есть запаска, а не просто там какая-то это ремонтный набор. За это всегда респект. Забавная фишка с бензобаком. Нету абсолютно никакой кнопки, чтобы его открывать в салоне. То есть, как обычно, нет никакого рычажка или еще что-нибудь. Открывается лючок бензобака просто вот так вот. Нажал, открыл, заправился. Сразу же первая мысль, да, естественно, типа, и чё, на любой парковке у тебя что, могут вот так вот нажать и в бензобак залезть или насыпать туда чего-нибудь, да, если даже не слить. Но нет, разумеется, он не откроется, если у тебя нету с собой ключа. Помыл машину в морозы. Вот эта вся штука замерзла, и ты такой стоишь на заправке. Девочки, дайте мне, пожалуйста, кипяточку, я у машины бензобак разморожу. Подлокотник сзади с хорошим пультом управления. Смотрите, здесь и обогревы задних сидений есть, и управление климатом, и самое это главное, что управление музыкой. Подлокотник содержит большущий бардачок, и причем это тоже, между прочим, премиальный такой признак, бархоточкой внутри выложенный такой. Если честно, я ожидал бы менее крутые подстаканники именно в задней части, но здесь Lexus не разочаровал. Подпружиненные с усиками, еще и с донышком, еще и толстые, мощные. Вот она прямо такая консолька вот эта с подстаканничками. Надо сказать, втроем на заднем сидении было бы некомфортно, потому что все-таки машина заднеприводная, высоченный туннель. Ну, то есть, что это за раскоряку, только сидеть как-то, бог его знает. Еще и тут-то жестко, а тут-то мягко. Еще и здесь же, если усесться, тебе не будет вентиляции, не будет подогревов. Я даже не знаю, как на это реагировать, ребят. У нас 3 человека не худеньких, а таких нормальных мужиков в салоне. Машина весом 2 тонны. И мы получаем разгон 6 секунд, 6,4 секунды. Просто. Еще разок, давайте просто еще разочек. И раз. Ёлки, оно ж вжимает, вы посмотрите. О! Вы понимаете, я так порадовался сейчас, что у нас активная подвеска. Я настолько на такой скорости проехал в поворот, что у меня прям, наверное, ну, сами понимаете, какой орган мог лом перекусить. Ах ты ж гад-то, а! Ни малейшего крена. Давайте теперь с одним человеком в салоне поедем. Обычно у Lexus под капотом все в пластмассе, вообще никуда не заглянешь. Здесь еще, кстати, более-менее все открыто, но я думаю, это по одной причине, потому что у нас активная подвеска, вот ее верхушки, их нужно было оставить открытыми, чтобы был доступ для замены, для ремонта, чтобы не ковырять вот эту вот штуку всю. Это большая ошибка думать, что если здесь написано, что это тоже двигатель 2GR,
то это такой же двигатель, как в Camry 3.5, да? Нет, это не такой же двигатель. Вообще двигателей 2GR существует несколько разновидностей. Есть 2GR FE обыкновенный, есть 2GR FSE с непосредственным впрыском, есть 2GR FXE, который работает по циклу Аткинсона и который устанавливается с гибридной установкой. Мощности, в принципе, у него и без гибридной помощи хватает, то есть 290 плюс лошадей даже в такой бы версии хватало, но цикл Аткинсона предполагает именно экономичную работу и помощь электромотора. Суммарно здесь почти что 350 лошадиных сил. То есть это действительно шустрая машина, как вы поняли, да? Нет особой боязни положить коробку, если вы будете его динамично использовать, потому что все-таки это, как и в Приусе, это просто редуктор. Слушай, ну этот редуктор-то какой хороший, планетарка такая чумовая. И, разумеется, машина такого класса, такой мощности, таких размеров, и она будет укладываться в 10-12 литров расхода даже зимой, даже при динамичной езде. Я считаю, это отличное достижение. Интересная машина с кучей функций и надежная, как нормальная Toyota. Слушайте, я смотрел другие ролики, даже какие-то там не русские ролики, они его разгоняли все равно медленнее, чем я. Ха-ха, мы смогли получить 6,1. Так же, как и с любыми другими тойотовскими гибридами, мы тоже можем ехать чисто на электричестве. Более того, у нас есть даже кнопка режима EV. Там, конечно, не такое большое расстояние можно проехать, как мне бы хотелось, но в пределах 40 километров, насколько я помню, вполне себе можно ехать. Вы посмотрите, какой чувствительный руль. Вы гляньте. Вот просто вы посмотрите, вот двумя пальчиками я шевелю слегка руль. Я в другой полосе. Раз, я в другой полосе. Вы гляньте. А? И ведь еще и почти без кренов. Смотрите, насколько резкое движение. То есть вот я еду 100 километров в час. Смотрите. Опа! Устойчивая машина. И ведь это же даже не немец. Что вы говорите? Смотрите, я сейчас камеру поверну вперед. Я сейчас буду входить в поворот. Забираться на клевер. Гляньте. И погнали. И хорошо. С газиком вы гляньте, а. Вот здесь он подключил бензомотор. Давайте. Опля, смотрите. Опля. Хорошо. О, вот это нормально, да? Давайте-ка. Еще разочек это попробуем, давайте. Смотрите, как хорошо, устойчиво. Я никуда не кренюсь, не валюсь, не падаю. Вы гляньте. Выход из поворота какой. Апекс-то, а? Ай, плохо себя веду, плохо. Смотри, как это тормозились хорошо. Ой, красота. Хулиганство, ё-моё, во все поля. И все это время мне тепленько рукам на руле. Дурак, да, скажете? Блин. Это Lexus, езди на нем плавно, да ни хрена подобного. Сейчас. Машина отличная, стоит своих денег. Конечно, местами страшная бляха-муха-провокаторша, а? Провоцирует, блин, несмотря на то, что у нас нету страшного рева и свиста турбины, все равно. Электроразгон это тоже прикольно, потому что именно с места весь крутящий тебя под жопу пинает кирзовым сапогом. Все-таки, однако, есть такая тема, да, есть. Эффект своеобразный, но он есть. Обязательно пишите комментарии, что вы думаете об этой машине. Подписывайтесь на канал и всем пока!